Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Про Электро. И сегодня я буду делать тест на дальность пробега электровелосипеда Икамура Комбо. В общем, посмотрите, вот такой программой я буду это все дело замерять. Называется GPS-трекер. Сейчас нули на расстоянии, то есть спидометр, телефон полностью обновлен. По вольтажу у нас сейчас полный бак, 54 вольта. Ребят, вот такой вес у меня будет на тесте в одежде. Получается 89-100. Это у меня с собой рюкзак, GoPro-шка, соответственно куртка, кепка. То есть без экипа 89 килограмм. Вес райдера с рюкзаком 89 килограмм. Буду ехать на второй, на третьей скорости и немного помогать педалями. На улице сегодня, в принципе, неплохая погода, но температура всего лишь плюс 10. Итак, начнем. Ехать буду преимущественно стараться по тротуарам. Иногда буду уезжать на проезжую часть. Все-таки скорости у меня небольшие. 25-30 км в час будет. Иногда, может, конечно, и на максималку выйду. В общем, посмотрим, насколько хватит этого малыша. Напомню по характеристикам, что батарейка здесь всего 10,4 ампер-часа, 48 вольтовая. Мотор на электровелосипеде 400 ваттный, редукторного типа. Я думаю, этой батарейки хватит 40 километров. Что мы сейчас с вами проверим. Вот, еду 25 километров по GPS, а по спидометру 24,6. То есть практически идеально показывает показания спидометра. Так, мы продолжаем наш тест, едем дальше. По GPS 25 км в час показывает. Пробег практически 9 километров уже. Давайте немножко пройдемся по пересеченке. Посмотрим, как будет велосипед отрабатывать неровности. Обычная проселочная тропка. Так, немножко подстукивает передняя вилка. Так, куда дальше? Дальше попробуем наверх забраться по уклончику. Вообще запросто забрались. Без каких-либо проблем. Едем дальше. Да, скажу, сколько у нас сейчас пробег. 12 километров мы проехали по GPS. Так, а по вольтажу у нас что? 49 вольт с копейкой. Продолжаем тест дальше. Вот, ребят, несусь по пересеченке. Тропка, в принципе, утрамбованная, но попадаются очень большие камни. Сильные вибрации в руль, конечно, но я справляюсь.
Сейчас пристроимся за велосипедистом. Уж больно хорошо дядька едет. Вот смотрите, 31. Еду без педалей. 34. Я вам скажу, я его не догоняю. Я еду с ним наравне. Вот, начал догонять горку. Пускаем газ. Нормально дядька вваливает. 26-27 гору. По прямой 35 плюс. Ну ничего, мы не отстаем. Вот какие спуски у нас есть. Оп, оп. Погнали по пересеченке. Этот велик создан для неспешных прогулок по паркам. Едешь, дышишь, наслаждаешься природой, здешними красотами. Замечательно. Никуда не спешу. Еду 18, 19, 20. Иногда подкручиваю педальками, чтобы было не скучно. Красота. Когда надо ускориться, гашеточку подкрутил, велик начинается стремительно разгоняться. Шикарный накат у велика, как вы видите. Вот отпустил, он катится, катится, катится. Тем временем я приехал в очень живописное место, на нашу матушку Волгу. Давайте вместе посмотрим, какой у меня пробег на данный момент. 19,5 километров расстояние я прошел, а по вольтажу у нас что? 47,4. То бишь, еще нет даже половины заряда аккумулятора. Я считаю, хороший показатель. Но посмотрим, какой это будет, какой расход будет дальше. Как вы знаете, чем меньше вольтаж, тем быстрее начинает сажаться батарея. Скажу сразу, по песку велосипед не едет никак. Я сейчас попробовал, он полностью взрывается, так как покрышки достаточно узкие. Ну, что есть, то есть. Велосипед создан, в принципе, для неспешных прогулок по асфальтовым дорожкам. Короче, городской велик. Но пересеченочку он тоже, в принципе, небольшую может запросто преодолеть. В такую крутую горку, конечно, мне не въехать. Тут порядка практически 40 градусов, я даже подняться не могу. Приходится затаскивать велосипед вручную. Здесь уж очень круто. Хотел, конечно, проверить, но потом понял, в нее даже забираться сложно. А чего уж там на велике?
наш тест. 21 километр позади. По вольтажу 46,6. Хоть половина заряда уже израсходована, но велик себя чувствует вполне очень бодро на подрыв. И пошел небольшой дождь. Как я не ждал погоду, не выбирал солнечные дни, один хрен. Пошел дождь. Но дождь такой вместе с солнцем. Так называемый грибной дождь. Ребята, вы любите грибы? Напишите в комментариях, кто в этом году уже ходил за грибами. Итак, дорогие друзья, давайте вместе посмотрим, какой пробег на данный момент у меня сейчас. 32 километра 500 метров. По вольтажу 45,7. То бишь неплохие показатели, неплохие результаты. Я продолжаю свой тест. Не переключайтесь. Вот они, преимущества электротранспорта. Пожалуйста, пробочка, а мы едем. Итак, народ, 36 практически километров пройдено. По заряду у нас что? 45 вольт. Хороший показатель. Посмотрим, что будет дальше, как будет просаживаться батарея. Значит, до заявленными производителями километража 40 километров остается 4. Следующее включение посмотрим, как будет себя вести батарея при 40 километрах пробега. Чуваку повезло. Итак, дорогие друзья, производитель Икамура Комбо заявляет 40 километров пробега. Посмотрим, сколько у меня на данный момент получилось. Итак, 40 километров. По вольтажу у нас 43,9. Соответственно, заряд еще немножко остается. Сейчас мы попробуем выкатать до конца батарейку. Все покажем вам. Итак, друзья, велосипед у меня полностью сел. Посмотрим, какие цифры у меня получились. 42 километра мне удалось снять с этой батарейки. Повторюсь, батарейка на 10,4 ампер-часа. Зажигание у меня не включается, так как батарейка полностью разряжена. Ну, собственно, какие мы выводы можем сделать? Электровелосипед очень хорошо подойдет для неспешных прогулок по асфальту. Ну и, как вы видели, небольшая пересеченка, ему тоже, в принципе, не страшна. Напомню, нагрузка была на электровелосипед в районе 90 килограмм. Сегодня температура плюс 10, достаточно прохладно. Если было бы хотя бы там 20-25, соответственно, пробег бы немножко увеличился. Процентов на 10, на 15. В общем, из минусов, что могу подчеркнуть за данный пробег? Вилка, конечно, стучит. Либо я бы вилку доработал, либо выбирал бы модель без вилки. То есть, как я с предыдущего ролика вам показывал, существует в этой модели еще вариация с обычной вилкой. То есть, ну, с металлической алюминиевой вилкой. То есть, без элементов амортизации. Задний амортизатор тоже немножко подстукивает вот в этом месте. Ну, здесь, в принципе, все лечится. Либо прокладку поставить, ну, либо кому жесткости много здесь, я бы, в принципе, поменял его на более интересный амортизатор, на газомасляный, либо на пневмоамортизатор. А так, в целом, велик очень понравился. Прикольный аппарат, складничок. Кому было полезно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максим, канал Про Электро. Всем счастливо, до новых встреч, увидимся в следующем видео. Ну а я поехал с теста домой на педалях, так как батарейка у меня полностью разряжена, зажигание не включается. Но ничего, до дома тут пару километров, ничего страшного, покручу педальки. Всем спасибо. Вот так, ребята, кручу педали, пока не дали. Еду домой чисто на мускульной силе. Вот небольшую горочку 18 километров мне удается поддерживать. Все, ребят, счастливо.
Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех обнял.